Всем привет! Сегодня мы посмотрим на недавно ушедшую эпоху. Еще в прошлом году на них можно было спокойно прокатиться, а сегодня это уже редкий зверь. Но вначале подпишись на канал, чтобы ничего не пропустить. Подписался? Тогда встречаем автоматриса АЧ-2. Они ушли так же быстро, как и пришли. В 1984 году на чехословацком заводе «Вагонка Студенка» было построено 2 опытных комплекта. Стоит уточнить, что эти матрицы выпускались комплектами из одного тягового вагона и 2 прицепных. Так вот, вся основная масса была выпущена с 1988 по 90-е годы. Всего выпустили 122 комплекта. Ввиду небольшой серии широкого распространения эти матрицы в России не получили. Они эксплуатировались на Московской, на Горьковской, на Северо-Кавказской дорогах. А по состоянию на 2021 год по одной машине эксплуатируются в Украине и в Армении. Интересная история произошла с АЧ-2-027. В 1988 году после землетрясения в Спитаке она была отправлена в Армению в составе комиссии. После работы комиссии вместе с локомотивной бригадой они были отправлены назад по домам, а машина так и осталась в Армении, где она находится до сих пор, используясь лишь для комиссионных осмотров, буквально 2 раза в год. Что примечательно, прицепные вагоны были переданы на экспериментальное кольцо в НИИШТ в Щербинке. Там они несколько раз эксплуатировались, в 90-х годах под паровозом, а по-моему, 2007 году под электровозом ВЛ-22М. Мне даже посчастливилось там прокатиться. А вот с 82-й машиной история несколько прозаичнее. С завода она поступила в депо «Канаш», откуда ее передали аж в Тынду. Но буквально на следующий год она перебралась в места потеплее, на южную железную дорогу в Украину, где она и находится до сих пор, катая начальника этой железной дороги. По состоянию на 2021 год известно как минимум об одной сохраненной автоматрисе. Летом 2019 года АЧ-2-031 была установлена на вокзале станции Воронеж-1. Видимо, рядом с нами вторая счастливица. Что же по устройству? Кузов сварной, несущий, опирается на 2 двухосные тележки. Приводная та, что у дизеля. Всего применено 3 вида тележек. Это приводная, опорная и тележка прицепного вагона. Они все унифицированы, но имеется ряд различий. Понятно, что приводная тележка оборудована гидроприводом на колесные пары и редукторами, а прицепная вагона и самой матрицы отличаются колесной базой. На прицепном вагоне меньше на 100 мм. И на прицепном вагоне на раме тележки отсутствуют тормозные цилиндры. А в остальном, да, они унифицированы. Дизель V-образный, 12-цилиндровый, 4-тактный, М756Б1. Ставился также на дизель-поезда ДР-1А. Мощность 1000 лошадиных сил. Передача гидравлическая, производство завода «Калуга-Путь-Маш». А если снять вот эту накладку на морду, вид очень сильно изменится. Благо перед нами практически заводской вариант. А так, полный полет фантазии. Существует куча схем раскраски этих автоматрис. Как применяемых различные депо, так и разработанные специально для каких-то отдельно взятых вариантов. Есть также куча модернизации для перевозки руководства. В народе их называют членовозы.
Самый эстетичный, на мой взгляд, это АЧ-2 012, переделанная в 2014 году на заводе в Верхней Пышме. Там решили унифицировать матрису с продукцией серийно выпускаемой на этом заводе. А именно поставили боковые окна от электропоезда Дезира, он же известен как «Ласточка», и цельное лобовое стекло от электровоза 2С6. Выглядит впечатляюще. Но, как я и говорил, они ушли так же быстро, как и пришли. В нулевые многие матрицы начали передавать на ПМС, путевые машинные станции, к путейцам, и в депо для перевозки руководства. А их прицепные вагоны оставались невостребованными. Широкого распространения практика эксплуатации этих прицепных вагонов под локомотивной тягой так и не получила, поэтому первыми они и пошли под нож. Большинство списано в нулевые и десятые годы. А в 2019-м взялись и за сами АЧ-2. Их списали в большинстве своем до середины 2020 года. И сегодня, в 2021-м, прокатиться на такой технике с пригородным поездом уже не получится. Тем радостнее, что еще одну матрису решили сохранить, да еще и с прицепным вагоном. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.